Здравствуйте, друзья! Кто такой леший на самом деле? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи УПС-1970. Закончился кветень, апрель, месяц настоящей, а не календарной весны. Убегают ручейки, унося остатки снеговых вод, лопаются почки на деревьях, зацветает в лесу лещина и раскрываются подснежники. И в это самое время, согласно народным верованиям, просыпается леший, хранитель леса. По славянской мифологии и народным поверьям ему подчиняются все звери и птицы, кроме медведя. Медведи же леших очень любят и уважают, часто охраняют их сон. Нередко лешего называют волчьим пастухом. Связано это с тем, что наши предки-славяне считали, что леший в голодное время гонит волков туда, где они могут найти прокорм. В наше время в лешего не верят даже дети, а может зря? Японцы вот считают, что у каждой вещи есть душа, так почему бы лесу не иметь своего хранителя, защитника? У древних славян роща, в которой жил леший, считалась священной и посвящалась богу леса Светибору, которому были подвластны лешие всех лесов. Прабабушка рассказывала, что в старину лешие нередко показывались людям. Хотя леший дух, а значит существо бесплотное, он мог принять любой образ. Показаться огромным почти до неба или крошечным. Мог принять образ любого животного, птицы, гриба, дерева. Поляки уверяют, что леший чаще всего превращается в сову и сидит на дереве. Поэтому в старину деревья с совами не рубили и вообще обходили их стороной. Но чаще всего он показывался старичком или мужичком, одетым в крестьянскую одежду, нередко в бараний кафтан. Теперь леший, вероятно, носит более современную одежду. Как правило, леший ведет себя вежливо, он приветлив, часто начинает рассказывать разные истории. В таких случаях не нужно говорить, что у вас нет времени, наоборот, нужно внимательно выслушать, поблагодарить за рассказ, поделиться тем съедобным, что есть с собой. Уважительного человека леший награждает всякими подарками, а обидевших его своим невниманием и пренебрежительным отношением заставляет блуждать по лесу, постоянно возвращая на одно и то же место. Узнать лешего могли немногие. Старые люди говорили, что одежда на лешем вывернута наизнанку, обувь одета не на ту ногу и что он сам не имеет тени. Глаза у лешего могут быть зелеными и светятся, как у волка. В руках он часто держит посох, палку с сучками. А еще леший любит качаться на ветвях, как на качелях, так что если ветки ходят ходуном, а никого не видно, то это леший развлекается. Ходит леший неслышно, появляется как из-под земли, но иногда леший ходит с дозором, и тогда вершины деревьев гнутся, весь лес трещит, скрипит, трава стелется. Живет леший в глухой чаще в избушке один или с семьей, с весны до осени, а на Ерофея 17 октября по древним поверьям все лешие уходят на зимовку, проваливаются под землю. Перед зимовкой у лешего сильно портится характер, возможно, он впадает в депрессию, начинает ломать сухие ветки, валит старые деревья, зверей разгоняет по норам. Если подумать, то причины для расстройства у него есть. Он уходит, а лес остается до весны без хозяина. Интересно и то, что по поверьям некоторых народов в большом лесу могут жить 2 и даже 3 леших. Время от времени они выясняют между собой отношения, устраивают бури, иногда доходит даже до потасовок. В деревни и села леший не заходит, чтобы не ссориться с овинниками, банниками и домовыми. Даже в поля редко забредает, там свой хозяин, полевик. В старину рассказывали, что лешие порой дерутся с водяными, поднимая при этом страшный шум. Леший не любит собак, у которых есть пятна над глазами, и трехцветных кошек. К людям леший чаще всего относится нейтрально, но не любит, когда в лесу шумят, оставляют мусор, не тушат за собой костры. Нет-нет, да услышишь страшную историю, как леший заставлял плутать, не давая выйти из леса. А иногда насылает страх, беспамятство. В крайнем случае, если лешего разозлить слишком сильно, он может отправить человека в другой мир, из которого тому не суждено вернуться. Бывалые люди советуют не оглядываться, если в лесу кто-то позовет по имени. Лешие неравнодушны к красивым молодым девушкам, и если красавица согласится, возьмут ее в жены.
В старину, чтобы задобрить лешего и спастись от его гнева, люди выворачивали одежду наизнанку, переобували обувь с левой ноги на правую, поворачивали шапку задом наперед и читали молитвы. А некоторые говорили, что молитва от лешего не защищает и нужно ругаться матом. В этом случае мат действует как заклинание, отгоняющее сущностей тонкого мира. Надежнее всего от лешего был защищен тот, у кого при себе был кусочек липовой коры или древесины. Липа считалась священным деревом, оберегом. Интересно, что лешие никогда не обижают детей и прилагают все силы, чтобы заблудившийся ребенок выжил, выводят его на полянку с ягодами, притворяются эхом и зовут тех, кто ищет малыша. Возможно, это связано с тем, что дети видят мир духов, еще не оторвавшись от целостности природы. В старину и взрослые умели договариваться с лешим. Например, прежде чем войти в лес, спрашивали его благоволения, потом просили вывести на поляну с ягодами или грибами, и леший чаще всего просьбу выполнял. Помогал он и охотникам, если они охотились честно и не проявляли алчности. Лешему раньше делали подарки в виде краюхи хлеба, горшочка с кашей, куска сала или табака. А пастухи приносили лешему яйца для того, чтобы он присматривал за скотиной, если она в лес забредет, не давал ей провалиться в болото, прогонял от нее хищников и помогал поскорее ее найти. По старинным поверьям, увидеть лешего в лесу проще всего накануне Иванова дня, 24 июня или 7 июля. Тогда же он и желание может исполнить, если задобрить его щедрым подарком или просто сильно ему понравится. Лесовик, лешак, лесовой, лесун, лесник – дух леса в славянской мифологии. Он рождается вместе с лесом, и лес определяет его характер. Если лес сухой и светлый, то и леший веселый и добрый. Если же лес гнилой и болотистый, то леший сварлив и злобен. После принятия христианства в народных традициях была утрачена ведическая основа Рождества духов, и стало считаться, что леший рождается от нечистой силы. Например, вологодский вариант легенды рассказывает о лешем как о порождении дьявола. Был на земле только Бог и дьявол. Бог сотворил человека, а дьявол попробовал сотворить, но сотворил не человека, а черта. И как он ни старался, ни трудился, все же не смог сотворить человека. Все у него выходили черти. Бог увидел, что дьявол уже сотворил несколько чертей, рассердился на него и велел архангелу Гавриилу свергнуть сатану и всю нечистую силу с неба. Гавриил свергнул. Кто упал в лес, стал леший, кто в воду водяной, кто на дом домовой. Вот почему их зовут по-разному, а они все бесы одинаковы. Деликтаторский из преданий и легенд Кадниковского уезда Вологодской губернии. Обитает леший в каждом лесу. Когда он материализуется, то похож на человека, но внешность его описывают по-разному. По одним показаниям волосы у лешего длинные, серо-зеленые, на лице нет ни ресниц, ни бровей, а глаза как два изумруда. Горят зеленым огнем. Может явиться к человеку в разных видах, но чаще всего он показывается людям дряхлым стариком или косматым чудищем с козлиными ногами, рогами и бородой. Если на лешем есть одежда, то она вывернута наизнанку, запахивается левой полой на правую, обувь перепутана, а сам он обязательно не подпоясан. В лесу леший показывается гигантом, голова которого достает верхушки деревьев. А на полянах он едва выше травы. Носится леший по своим лесам как угорелый, быстро, едва соследимо и всегда без шапки, часто с огромной дубиной в руках. Описывается как остроголовый с клиновидной головой и мохнатым с волосами, зачесанными налево. Этому лесному духу приписывают способности к оборотничеству, поэтому он может показаться и в виде дикого зверя. Живуч, но может быть убит из ружья. По другим источникам это обычный старичок, маленький, сутулый, с белой бородой. Новгородцы уверяли, что этот старичок носит белую одежду и большую шляпу, а когда садится, закидывает левую ногу на правую. Согласно некоторым северным сказам, собранным Рыбниковым, с виду леший похож на человека, только кровь у него темная, а не светлая, как у людей, поэтому его и зовут еще синеобразным. Афанасьев в своем труде «Поэтические воззрения славян на природу» приводит также сведения о лишачихах. Народное воображение наделяет их такими огромными и длинными грудями,
что они вынуждены закидывать их на плечи, и тогда только смогут свободно ходить и бегать. Образ жизни лешего. Некоторые лешие живут одиноко, другие – семьями, причем строят в лесах просторные дома, где хозяйничают их жены и растут их дети. Жилище лешего – бревенчатая изба в густом ельнике, вдали от человеческих поселений. В некоторых местах считают, что лешие живут целыми деревнями. Порой в больших лесах живут по 2 и по 3 лешего, которые иногда ссорятся между собой при дележе лесных дач. Архангельская губерния. Ссоры доходят до драки, лешие бьют друг друга столетними деревьями, которые они вырывают с корнем, и стопудовыми камнями, отбитыми от скал. Камни и стволы деревьев они бросают верст на 50 и более. Нередки также битвы леших с водяными, преимущественно в ночную пору. На русском севере отмечено выражение «леший ступал» о том, что плохо сделано. Леший властитель над лесными зверями. Всего более он любит медведя, и когда сам пьет вино, до которого большой охотник, то получает непременно и медведя. Последний караулит лешего, когда тот опьяненный ляжет спать, и оберегает его от нападения водяных. По данным Логиновского, собранных в Забайкалье, за услуги леший от людей требует платы в виде угощения водкой. Леший по желанию перегоняет белок, песцов, зайцев, полевых мышей из одного леса в другой. По поверью украинцев, полисун или лесовик гонит плетью голодных волков туда, где они могут найти прокорм. По народным рассказам, леши обожают карточную игру, где ставкой являются белки да зайцы. Так что массовая миграция этих животных, разумное объяснение которым трудно найти, оказывается на самом деле уплатой карточного долга. Согласно северным сказам Анчукова, пищей лесовику служит заячья да беличья говядина. Также дикие яблони зовут лешовками, предполагая, что леший выращивает эти яблони для себя. Лошадь чует лешего раньше, чем всадник или возница, и может внезапно остановиться или в страхе броситься в сторону. Леший враждует с собаками, прирученными человеком, хотя иногда имеет собственных собачек, маленьких и пестрых. Лешим также очень нравится петь, порой долго и во все горло, подобно буре, аккомпанируя себе хлопаньем в ладоши. По польскому поверью, леший любит сидеть на старых сухих деревьях в образе совы, и поэтому крестьяне опасаются рубить такие деревья. По русскому поверью, леший также любит прятаться в дуплах таких деревьев. На этот счет есть поговорка: из пустого дупла либо сыч, либо сова, либо сам сатана. На деревьях леший проводит большую часть времени. Качаться и дурачиться для них самое любимое занятие, отчего в некоторых губерниях ему дали название «зыбочник», от «зыбка» – «люлька». Шествие лешего сопровождается ветром, который заметает его следы. Этим леший напоминает лесных эльфов шведского фольклора. Леший в народном календаре. В народном месяцеслове 24 марта леший, разгневанный народными гуляниями накануне, встречается с лесным зверьем, осматривает их и залечивает их раны после зимы. Лучше не беспокоить его и в лес в этот день не заглядывать. Купальская ночь на 24 июня считается временем, когда активизируется и проказит всякая нежить, в том числе и леший. А в ночь под Агафона Агуменника 4 сентября по поверью лешие выходят из леса в поле, бегают по деревням и селам, раскидывают снопы по гумнам и вообще творят всякие бесчинства. Для охраны гумен поселяне ранее выходили к загородям, вооруженные кочергой с тулупами, вывороченными наизнанку. Также особым срочным днем лешего считается 27 сентября – Воздвижение. День, когда лешаки сгоняют в особые места лесное зверье, и попадаться им на пути в это время опасно. На Ерофея же, как считают крестьяне, лешие с лесом расстаются. В этот день, 17 октября, дух проваливается под землю, вырывая ее на 7 пядей, где зимует до весны. Но перед зимовкой лешие беснуются, дурят в лесах. Бродят, кричат, хохочут, хлопают в ладоши, ломают деревья, разгоняют зверей по норам и свирепствуют. Ведущие русские мужики и бабы в этот день в лес не ходят, леший не свой брат, переломает все косточки не хуже медведя. Впрочем, не все леши исчезают на зиму, в некоторых местностях им приписывают зимние вьюги. Нрав лешего.
Отношение лешего к людям большей частью враждебны. Он старается заплутать путника в лесу, переставляя с умыслом с одного места на другое дорожные знаки, или сам прикидываясь деревом, которое служит приметой. Иногда он принимает вид знакомого человека и, заводя разговор, незаметно отводит путника от дороги. Иногда он плачет, как ребенок, или стонет, как умирающий в чаще леса, чтобы заманить туда сострадательного мужика и защекотать его насмерть, сопровождая действие громким смехом. От шуток лешего люди нередко сходят с ума. По поверью, записанному в Волынецкой губернии, каждый пастух должен подарить лешему на лето корову, не то он озлобится и перепортит все стадо. В Архангельской губернии думали, что леший, если пастухи успеют задобрить его, пасет деревенское стадо. Охотники также приносили лешему подношения в виде краюшки хлеба или блина, которые клали на какой-нибудь пень. В заговорах, произносимых на успех в звериной ловле, встречаются обращения и к лешему. На знакомство с лешим отваживаются одни колдуны. В Новгородской губернии знающие секрет пастухи нанимают лешего на службу, пасти стадо и охранять его от зверей. Выдает свое присутствие уханьем. При приближении человека они хохочут, бьют в ладоши, а если увидят женщину, то норовят затащить ее к себе. Часто воруют себе в жены девушек. Отличительной особенностью такого рода сожительцев было то, что, как правило, детей от леших рожали редко. В некоторых местностях Тульской губернии рассказывали, как девушки сами убегали в лес, а через несколько лет возвращались с кучей денег. Случается, что леший подходит к кострам дроворубов погреться, хотя в этих случаях имеет обыкновение прятать свое лицо от огня. Под властью этого духа находятся все звери в лесу. Любые массовые передвижения животных трактуются как направляемые лешим, поэтому охотники всячески пытаются задобрить духа, чтобы тот не вредил им на охоте. В Читинской области в XIX веке со слов стариков-фольклористами был записан совет о нежелательности ночлега на лесных тропах, поскольку невдалеке кто-то закричит, засвистит и зазвенит колокольчик. Если же разведен костер, то леший может прибежать и все разбросать. При этом лучше бежать от этого места со всех ног. Любимая присказка лешего «шел нашел, потерял». Сбивать людей с толку, запутывать их – обычная проделка духа. Если леший обойдет человека, то путник внезапно потеряет дорогу и может заблудиться в 3 соснах. Способы рассеять морок лешего. Уведенный им человек ничего не должен есть или носить с собой очищенный от коры сучок липы – лутовку. Также можно надеть всю одежду наизнанку или переобуться. Левый ботинок надеть на правую ногу и наоборот. Перевернуть стельки, тогда путник сможет найти дорогу из леса. Кроме того, этот дух очень любит кричать страшным голосом и свистеть, пугая тем людей. Новгородский сборник за 1865 год сообщает, что лесовые любят петь песни, хлопать в ладоши, смеяться и ойкать. Согласно сведениям из Архангельской губернии, леший кричит на разные голоса, и по-ребячьи, и по-бабьи, и по-мужичьи, ржет и по-лошадиному. Он также поет петухом, кричит курицей, кошкой, малым ребенком. Зато по народной примете в лесу свистит только леший, а человеку свистеть опасно, так как леший обидится. Когда манси поют про менквов, леших, то совершают сильные телодвижения с присвистом, топотом, как обыкновенно делают лесные божества. Есть мнение, что русская свистопляска, против которой в древности выступала православная церковь, берет начало от подражания лесным славянским божествам в языческие времена. Лешему приписывается также похищение детей. Лешие заманивают детей, которым плохо живется в своей семье, добрым отношением, поэтому они называют лешего добрым дядюшкой. Иногда лешие уводят детей с собой, причем последние дичают, перестают понимать человеческую речь и носить одежду. Взамен похищенного младенца лешие иногда кладут в колыбель связку соломы или полено, иногда же оставляют свое детище, безобразное, глупое и обжорливое. Достигнув 11 лет, подменыш убегает в лес, а если останется между людьми, то делается колдуном. Для язычника никогда не вызывало сомнений, что мир, окружающий его, живой. У всех вещей и пространств в мире есть хозяин, тот, кто печется и заботится о них. Христианство вытеснило язычество, но ассимилировало в себя многие верования.
У каждого существа, живущего на земле, оказался свой ангел. Так появились ангелы, отвечающие за снег, дождь, град, зной, мороз. Список можно продолжать до бесконечности. Мир вокруг нас населен. В лесу хозяйничают лешие, в реках и озерах водяные, среди болот болотники, в полях полевые. Есть и хозяева помельче, луговики, живущие на лугах, кустницы, маленькие духи, обитающие в кустах. Колодезники, хозяева колодцев, подгребовники или боровики, опекающие грибное царство. Все существа, не относящиеся к миру людскому, оказываются отнесенными к миру иному, потустороннему, и вызывают у человека страх, реже любопытство. Но подобное же отношение вызывают и люди у обитателей потустороннего мира. Люди не ценят и не слушают природу, живут лишь сиюминутными прихотями, не заботясь о том, что вне их. Лес и тянул, и пугал человека. Всегда находились те, кто боялся, даже живя поблизости от леса, входить в него. Но были и люди, которые в лесу себя чувствовали как дома и договаривались с лесными обитателями, живя с ними в ладу. Лес представлялся огромным, непонятным живым организмом, где обитают духи, где могли находить приют умершие и куда отправлялись в деревенских заговорах болезни. У лесного хозяина много имен: лесовик, лешок, лешак, лисун, лесной дедушка, лес праведный, диконький мужичок, пущевик, волчий пастырь. В народе верили, что лешими становятся проклятые люди, дети-подменыши и покойники, умершие неправильной смертью, а также ангелы, которые, будучи с небес низвергнуты на землю, упали в леса. Живут лешие в глуши, подальше от людей, в заброшенных избушках и вывернутых из земли корягах. Но случается и такое, что лешие селятся целыми в лесу деревнями, строят себе просторные дома, обзаводятся женами, лисунками и детьми. Обычно леший хозяйничает безраздельно по всему лесу, но если лес оказывается большим, то тогда появляется старший леший, лесничий, и ему подчиняются лесовики, боровики, маховики и прочие лешаки рангом помельче. Охраняет леший лесное зверье, распоряжается волками, часто выпасая их как овец. Он перегоняет с места на место зайцев, белок, полевок. В деревнях существовало поверье, что если случается большое переселение животных, то это один леший другому проиграл их и теперь перегоняет в другой лес. Одной из особенностей лешака, способность менять свой рост, он может превратить в крохотное создание, прячущееся в траве, может стать вровень с человеком, а может и вырасти до верхушек самых старых деревьев. Когда леший идет, поблизости от него возникает сильный ветер, шумят деревья. Привычная для человека ткань мира дрожит, когда рядом оказывается существо, умеющее передвигаться между мирами. Леший может выглядеть как обычный человек, лишь какие-нибудь детали указывают на его необычность, а вернее на принадлежность к миру духов. Например, у лешего могут быть перепутаны правый и левый сапоги, на голове нахлобучен медный колпак и так далее. Чаще всего у лешего перепутана обувь или неправильно запахнута одежда с левой на правую сторону, в то время как нормальные люди носят наоборот. Нет у него на лице бровей и ресниц, глаза белые или свинцово-синие, и кровь у лешего синяя. Однако в таком виде его можно встретить крайне редко, он предпочитает надевать на себя личину хорошо знакомого. Причем ему все равно, принять облик мужчины или женщины, старика или юноши. Правда, лесной хозяин предпочитает носить одежду лишь 4 цветов – белую, красную, черную и зеленую. Будучи духом, леший легко меняет свою форму, превращаясь и в человека, и в зверя, и в птицу, и в дерево, чаще старое, корявое, поэтому-то его иногда видят как старика, обросшего еловой корой. Лисунки же выглядят похоже. Они длинноволосы, длинногрудые, для того, чтобы свободно ходить и бегать, они вынуждены закидывать груди за плечи. Впрочем, за услуги, которые иногда им оказывают деревенские жители, например, починить сломанную вещь, лисунки награждают древесной корой или угольями, которые затем превращаются в золото и самоцветы. Лешие любят блуждать по лесу, качаться на ветвях деревьев, появляясь то здесь, то там. Они свищут, хохочут, хлопают в ладоши, громко кричат на разные голоса, и ржут лошадью, и мычат коровой, и лают, и мяукают. Если бродить по лесу, то, зайдя глубоко-глубоко, туда, куда люди не ходят,
можно наткнуться на огромного, заросшего мхом лешего. По ночам лешие уходят спать в лесные сторожки, заранее задумывая, в которой они остановятся следующей ночью. Если незадачливый путник займет выбранную лешим избушку, ему не сдобровать. Лесной хозяин приложит все усилия, чтобы выпроводить нежданного гостя. Ветер будет шатать кровлю, распахивать дверь, а в лесу поднимется страшный ветер. Если человек не поймет этих предупреждений, будет и того хуже. Он заблудится в лесу или завязнет в болоте, заведенный туда разгневанным лешим. Леший оберегает лес от напастей, часто от людей. Отсюда страшные истории про то, как голову заморачивает и с дороги сбивает. Но лес – его территория, его дом, а поэтому лучше всегда быть вежливым, входя в него, чтобы ненароком не обидеть лесного хозяина. В лесу лучше никогда не кричать, чтобы не тревожить обитающих в нем духов. Леший не любит крика, он может сам легко обернуться лесным эхом, знакомым голосом из чащобы, птичьим пересвистом, за которым не услышишь людей. Еще больше раздражает лешего свист, звук которого подобен для него воздействию высоких частот на человека, вызывает раздражение, беспокойство, панику. За свист в лесу леший может самолично отправиться к дому свистуна и перебить все стекла, чтобы в другой раз неповадно было досаждать лесному хозяину. Недовольство лешего может выражаться и в насылании на нарушившего покой леса болезни, и во внезапном страхе, и во внезапном помешательстве. Если человек из-за шуток лешего теряет дорогу из леса, он проваливается в иной мир и может в нем остаться навсегда. Чтобы вернуться домой, надо перевернуть все в мире с ног на голову, изменить привычные понятия, которые уже не спасают, согласиться ступить на пути иного мира. Тогда леший принимает тебя за своего и отпускает. Люди выворачивали одежду наизнанку, переобували обувь с левой ноги на правую, выворачивали стельки, поворачивали шапку задом наперед, пытались читать молитвы. Но лешие никогда не обижали маленьких детей волею случая или по проклятию родителей, оказавшихся во владениях лесного хозяина. Дети чаще всего видят оба мира, и поэтому они родственны и людям, и духам. Скорее всего, лешие, мороча голову и путая следы, могут увести человека из мира реального в параллельный мир, или же сопределье, где все почти такое же, как дома, но родной деревни может не существовать и тому подобное. Считается, что то, что принадлежит лешему, окружается невидимой стеной, закрывает, перетаскивая в иной мир, и лишь колдун может увидеть, где находятся пропавшие животные или вещи. Чтобы найти потерянную животину, нужно выйти, не оглядываясь на перекресток лесной дороги, оставить на нем 2 яйца и спросить первого попавшегося человека, который будет лешим, где искать пропажу. Страх страхом, но и с лешим можно договориться. Например, охотники и те, кто ходит лесными дорогами, заключают договор с лешим, чтобы дичь шла в селки, тропа не плутала и никто не пугал ночами во время сна. Правда, договор двусторонний и чтится обеими сторонами. У лешего можно и просто попросить, если он не озлоблен на весь белый свет и на людей в частности, то он и к грибному месту выведет и дорогу найти поможет. На поклон лесному хозяину приносят краюху хлеба или блины, табачный лист, оставляют первый весенний улов. Договаривались с лешими и пастухи, пасшие скотину в лесу, хотя условия, на которых договор заключался, могли быть странными. Так леший обязывался за пару крашеных яиц или же 1 корову сам пасти скотину. А пастух не стричься, не собирать грибов, не здороваться ни с кем за руку, не спать с женой, не перелезать через изгородь. Нужно подчеркнуть. За нарушение договора леший мог сурово покарать, а то и искалечить охотника или пастуха, но мог и простить, если его успевали задобрить подарками. Лешие бродят по лесу ночью, а днем спят. 23 апреля по старому стилю день весеннего Юрия или Георгия, который тоже носит имя волчьего пастыря, считался в западных областях России праздником лешего, во время которого лесному хозяину приносили жертвы, чтобы все лето он оберегал скотину от волков. Иногда, когда летом вдруг разыгрывалась сильная буря, считается, что это лешие играют свадьбы. На зиму лешие уходят в иной мир. Перед своим уходом они неистовствуют, ломают деревья, загоняя предварительных зверей по норам. В день их ухода почти всегда дует страшный ветер. В ином мире лешие спят в темных подземельях, успокаиваясь до весеннего пробуждения.
Оберегами от лешего служат соль и огонь, а также круг, очерченный осиновой палкой или ножом, а также кусочек липовой ветки, очищенной от коры. Липа почиталась священным и счастливым деревом, живущим рядом с человеком и связанной с ним. Древесина липы использовалась для высекания живого огня, с помощью которого обновляли каждый год огонь в домашних очагах. Также считалось, что леший боится обгорелых головешек и железа. Если при встрече с лешим молитва не помогает, лучше всего грязно-матерно браниться. Впрочем, не любит леший домовых и предметы или животных с ним связанные, которые живут рядом с людьми, помогая им по хозяйству. Вот такой наш леший на самом деле. А что вы думаете про лешего? Напишите в комментариях, возможно, вы тоже встречались с лешим в лесу. Автор статьи УПС 1970. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.